Всем привет, с вами Светлана. Независимо от того, собираетесь ли вы переехать в Болгарию на ПМЖ или просто интересуетесь Болгарией, возникает закономерный вопрос. Сколько стоит жизнь в Болгарии? В этом видео я собрала самую актуальную информацию. Я покажу, как можно сэкономить и расскажу на личном опыте, сколько мы тратим в месяц в Болгарии, а также сравним с расходами за прошедший год. Небольшая подсказка. На протяжении выпуска можете все цены в левах делить на 2, и вы получите цену в евро. Чем все-таки Болгария лучше других стран Европы? И эту часть моего видео про уровень жизни в Болгарии мне хотелось бы показать объективно. Я не нашла ничего лучше, чем взять глобальные индексы и поделиться их данными. Первое, если брать индекс демократии, который показывает сам уровень демократии в стране, на основе 60 ключевых показателей, то Болгария занимает 57 место среди всех стран мира. К примеру, по этому индексу у Норвегии первое место, у Германии 14, Румыния 61, Беларусь 153. Дальше по индексу качества жизни Болгария находится на 43 месте. На первом месте Люксембург. Так, начнем с продуктов питания и товаров для дома. Официальная инфляция за год в Болгарии снизилась и составила 5,8%. Если вы захотите купить продукты, то в Болгарии чаще всего используют магазины Kaufland, Lidl, Billa, Булмак и Metro. Если брать базовые продукты, то цены в магазине следующие. Мясо свежая свинина за 1 килограмм, свежая курица за 1 килограмм, замороженный заяц, хлеб, растительное масло, яйца, упаковка 10 штук, пицца салями, сосиски в ассортименте. Нашли мы в Болгарии даже сало. Потом я решила сфокусироваться сугубо на овощах, и чтобы сэкономить вам время, то дальше можно будет просто нажать на паузу и увидеть цены на овощи здесь, в Болгарии. В магазинах они вот такие. Сейчас на бананы вот такая цена. В Болгарии фруктов всегда предостаточно, и это касается любого сезона. Цены на фрукты здесь выглядят так. Если взять цены на крупы, сахар и соль, то вы увидите вот такой диапазон цен. Кстати, в Болгарии тяжело найти гречку, не во всех магазинах она есть, и цена на нее здесь кусается. Ну а для любителей молочных продуктов магазин приготовил вот такое финансовое предложение. Можно ли обойтись без кофе и чая? Такой вот ассортимент в Болгарии. Но если вы решили кушать не дома, а в кафе или ресторане, то тут математика будет, конечно же, другая. И, естественно, сумма за ужин или обед будет зависеть от конкретного заведения. В целом, средний чек на человека будет составлять 50-100 лев. Одно блюдо будет стоить в среднем 8-20 лев. Такие цены в заведениях среднего уровня. Я пришла в местный Макдональдс. Меню здесь стандартное. Посмотрим, какие здесь цены. А если же вы пожелаете еще и выпить кофе, то здесь практически везде цена на капучино будет составлять 4-5 лев. Ну еще захотите съесть пирожное или кусочек торта, то это еще плюс. Следующим экспонатом нашего исследования я решила сделать цены на средства ухода за собой и важные товары для дома. Не переключайтесь, скучно не будет. Я покажу цены буквально на несколько единиц товаров, которые мы часто или не очень часто, но покупаем. А это дезодорант, зубная щетка, зубная паста,
крем для рук, шампунь для волос, мыло обычное, мыло жидкое, бритва одноразовая. Такая упаковка туалетной бумаги из 30 рулонов стоит 18 лев 49 статинок. Средство для стирки Savex на 40 стирок 14 лев 89 статинок. Точно посчитать, сколько тратится на 1 месяц, сложно. Приблизительно около 60 лев тратим на товары для дома. iPhone 15 Pro Max стоит дороже, чем топовый iPhone в прошлом году. А вообще смартфон в Болгарии можно купить от 159 лев Nokia. Большой телевизор с диагональю от 40 дюймов можно приобрести в таких границах от 389 лев до 7499 лев. Ноутбуки от 529 лев до 6000 лев. Итого на продукты питания и товары для дома у нас на семью уходит 1000 лев в месяц. Перейдем к еще одному, пожалуй, наиболее важному вопросу – где жить? И какие цены на аренду квартиры в крупных городах Болгарии. И заодно я расскажу, сколько будет стоить покупка квартиры. Итак, что касается цен на аренду квартиры, то тут цены довольно разные. Если вы хотите арендовать квартиру, то чаще всего здесь ищут на Imot.bg, OLX, Bazar.bg, Allo.bg. Здесь вы можете найти желаемый вариант как от риэлтора, так и от хозяина. И самое главное, на этих сайтах вы можете сразу прицениться. Один нюанс, который стоит запомнить, это то, что в Болгарии квартиры по-местному называют апартаменты. Также однокомнатная квартира – это студия, двухкомнатная квартира – это наша однокомнатная, то есть квартира с одной спальней. Добро пожаловать в болгарскую квартиру. По болгарским меркам это трехкомнатная, у нас считается двухкомнатная, так как здесь только 2 спальни. Это хороший район города, площадь квартиры 70 квадратных метров. В квартире есть вся необходимая мебель и бытовая техника. Электрическим бойлером для горячей воды здесь никого не удивишь. В Болгарии это обычное явление. А вот особенностью этой квартиры является наличие душевой кабины, что в Болгарии является редкостью. И это здесь считается квартирой уровнем выше среднего. Аренда такой квартиры будет стоить 1200 лев. Если же вы будете снимать в Варне квартиру-студию, то есть без отдельной комнаты, то снять такую квартиру можно в рамках 350-1200 лев. Еще один нюанс в Болгарии – это то, что в квартирах нет центрального отопления за исключением единичных районов и некоторых комплексов. Отопление осуществляется чаще всего с помощью электричества. Это кондиционеры, конвертеры, обогреватели и тому подобное. Особо экономные жители вообще не отапливают квартиры. Экономия выходит существенная, благо зимы не холодные и солнце прилично греет и зимой. Поэтому, если окна выходят на южную сторону, то за день квартира успеет прогреться в солнечный день. А в зимние ночи электроодеяло в помощь. Цена за аренду квартир зависит от города и от района, но цены за последний год существенно выросли. В Софии цены на аренду однокомнатной квартиры сейчас стартуют от 550 лев, за двухкомнатную от 600 лев, а за трехкомнатную от 900 лев в месяц. В Софии мы нашли такую однокомнатную квартиру-студию в районе Бэкстон за 550 лев. Это не центр Софии. Квартира площадью 30 метров находится на 2-м этаже шестиэтажного дома. Так она выглядит. Душ представляет собой просто сливное отверстие в полу, нет душевой кабинки, такой санузел стандартный для Болгарии. А цена такой двухкомнатной квартиры на квартале «Младость-1» – 700 лев. Опять же, это не центр. Квартира площадью 45 метров, 2-й этаж шестиэтажного дома в новостройке. Недалеко станция метро. Так она выглядит. Здесь уже душ предоставлен душевой кабиной, что является редкостью в Болгарии. Еще уникальной особенностью данной квартиры является наличие центрального отопления. Это цены для долгосрочной аренды жилья при заключении договора на 1 год. При заключении договора помимо арендной платы сразу дополнительно вносится депозит в размере месячной платы за жилье. Если используются услуги риэлтора, еще придется доплатить за его услуги.
В Софии эта сумма составляет 100% от месячной арендной платы, в Варне 50%. Таким образом, если аренда квартиры условно стоит 500 евро, вам надо будет заплатить сразу 1500 евро, если эта квартира находится в Софии, или 1250 евро, если квартира в Варне. При краткосрочной аренде цены тут как уж договоритесь, но, как правило, цена будет намного больше, может быть, в 2 раза выше от обычной. Также иностранцам не очень охотно сдают жилье, а если у вас есть животное, то задача поиска жилья усложняется, а ценник, соответственно, растет. В стоимость аренды жилья в Болгарии, как правило, входит лишь сама арендная плата, электричество, водоснабжение и так называемая такса поддержки, аналог квартплаты, оплачиваются отдельно. Если вы хотите купить квартиру, то следует иметь в виду, что цены на квартиры продолжили свой рост. Так, стоимость квартир студии в Софии стартует с 65 тысяч евро, двухкомнатные с 72 тысяч евро. По коммуналке. Потребление электроэнергии составило 110 лев. Это при том, что установлен двухтарифный счетчик день-ночь, энергоэкономные лампы, и мы почти не пользовались обогревателем. Основные потребители электричества – бойлер, микроволновка, электрочайник, компьютер, отопление квартиры электроприборами. Для экономии электричества можно включать бойлер только во время действий ночного тарифа. Если бойлер достаточного объема, то его запаса горячей воды должно хватать на весь день. Цена в Болгарии за 1 киловатт электроэнергии днем 26 статинок, ночью 15 статинок. Еще в коммунальные услуги в Болгарии иногда входит так называемая такса поддержки. Туда входит обслуживание дома, лифта, если он есть. Цена варьируется в зависимости от дома управительной компании. Как правило, ее вообще нет, но у нас она составляет 26 лев в месяц. 600 лев аренда средней двухкомнатной квартиры, плюс 110 лев электричества, плюс 60 лев водоснабжения, плюс 20 лев такса поддержки. Итого вся коммуналка получается 796 лев в месяц. Следующие расходы, которых не избежать, это транспорт. Отдельное внимание в Софии, в Варне и в Болгарии в целом также нужно уделить средствам передвижения. За 10 лет проживания в Болгарии я поняла одно: где бы ты ни оказался, там обязательно будет кто-то или что-то, что поможет тебе уехать в желаемом направлении. Для того, чтобы преодолеть любые расстояния по городу и за его пределами, можно вызвать такси или сесть за руль личного автомобиля. Но также вы можете купить себе проездной на 30 дней за 50 лев именной или за 60 лев обычный. Это даст возможность путешествовать на любом виде транспорта по всему городу. Также можно подметить, что общественный транспорт в крупных городах Болгарии в целом чаще всего новый. Трамваи, обычные автобусы, электробусы везут вас по нужному маршруту и очень часто придерживаясь графика. На табло на остановках или в приложении в телефоне можно отслеживать любой маршрут в реальном времени. Что касается такси, то оно будет стоить в среднем 1 лев 10 статинок за километр, независимо от компании. Ну а самый популярный вид транспорта в Болгарии – это свой автомобиль. Знаменитые слова «автомобиль – это не роскошь, а средство передвижения» в Болгарии стали явью. Здесь часто в семьях имеется по 2, по 3 и более автомобиля. В Болгарии на автомобилях ездят все, от старшеклассников до стариков. Так выглядит типичная парковка у учебного заведения. Количество авто на 1000 человек в Болгарии больше, чем в таких странах, как Румыния, Венгрия, Латвия, Турция. Чтобы не покупать автомобиль, вы можете, конечно, взять автомобиль в аренду, но это не совсем выгодно, особенно в летнее время, когда цены на аренду поднимаются почти в 2 раза. Купить подержанный автомобиль в Болгарии можно быстро и недорого, потому что здесь нет растаможки. В страну завозится большое количество авто. Если вы хотите найти авто, то чаще всего его здесь ищут на Mobil.bg, Cars.bg, OLX, Bazaar.bg, Allo.bg. Здесь вы можете найти желаемый вариант как от фирмы продавца, так и от хозяина. И самое главное, на этих сайтах вы можете сразу прицениться. А уже после этого непосредственно купить авто можно на таких больших площадках, именуемых здесь автокышти. Например, такой Mercedes R320 стоит 12 900 лев. Dacia Duster 2013 года 12 900 лев, а Ford C-Max 2013 года 9 900 лев, Fiat Punto 6 000 лев. Если у вас есть свой автомобиль, то за литр бензина марки А95 вы заплатите 2 лева 76 статинок.
а за дизель 2 лева 83 статинки. Стоит также не забывать об обязательной страховке для авто на 30 дней. Она будет стоить от 45 лев, а на 12 месяцев от 255 лев в зависимости от вашего автомобиля и страховой компании. Если ваше авто на болгарских номерах, тогда нужно пройти техосмотр и заплатить годовой налог на автомобиль, размер которого зависит от города регистрации и автомобиля. Также для езды по дорогам вне населенных пунктов нужно обязательно купить виньетку на месяц 27 лев. Выгоднее всего брать на целый год 87 лев. Если выехать за город без виньетки, хотя бы ненадолго, вас остановят и придется заплатить большой штраф, потому что камеры стоят повсюду. К основным расходам следует еще добавить и медицинскую страховку. В Болгарии наличие страховки обязательно. Какая она, зависит от того, какой у вас официальный статус в Болгарии. Если у вас ВНЖ, тогда нужно будет купить страховку. Такая страховка покрывает только экстренные случаи. Приобретается она, как правило, на 1 год. Цена от 160 лев за год на одного человека. Цена зависит от фирмы страховщика и возраста клиента. Если у вас есть статус ПМЖ или гражданство в Болгарии, тогда нужно подключиться к системе страховой медицины и платить ежемесячные взносы. Размер таких взносов 8% от дохода. Если у вас нет дохода в Болгарии, все равно нужно оплачивать минимальный платеж в размере 28 лев каждый месяц. Хорошая новость, что детям, если они учатся в школе, такую страховку оплачивает школа. И для полной картины надо добавить еще несколько цифр. Домашний интернет 14 лев в месяц, кабельное телевидение от 11 лев в месяц. А если вы хотите смотреть наши телеканалы, тогда можно оформить подписку на интернет, телевидение и смотреть телеканалы при помощи телеприставки, подключенной к телевизору. Мобильная связь с интернетом от 10 лев в месяц за один номер телефона. Крупные города покрыты сетью 5G. Итак, мобильная связь на 4 номера телефона плюс домашний интернет и телевидение – итого 65 лев. Что касается цен на досуг, то цифры будут такие. Один билет в кино будет стоить 15 лев, поход в спа обойдется в 25-51 лев, массаж 35-75 лев, вход в музей 5-10 лев, цены на мужскую стрижку начинаются от 6 лев. Если вы посещаете фитнес-зал, добавьте еще 60 лев в месяц на человека. Билет на поезд Варна-София от 23 лев. Номер в отеле 3 звезды в Варне от 50 лев. Ну а теперь пришло время поделиться с вами одной из самых желаемых тем этого видео – о ваших потенциальных доходах в Болгарии. Дальше расскажу о том, кто и сколько здесь зарабатывает, также мы узнаем, какой здесь уровень безработицы. Первое, что стоит сказать, это то, что не все категории, проживающие в Болгарии, имеют право на работу. Право официально работать имеют граждане Болгарии и стран ЕС, лица с ПМЖ, временное закрыло и люди с редкой специальностью, которым работодатель оформил синюю карту. Лица с ВНЖ работать официально не могут, но для них есть вариант открыть свою фирму и уже от лица фирмы оказывать какие-то платные услуги. Здесь в Болгарии, как правило, встречаются вакансии, где нужно знание болгарского языка, и это очевидно. Есть, конечно же, вакансии, где он не нужен. Но, конечно, в любом случае болгарский язык выучить стоит и даже придется. Потому что если вы останетесь здесь жить, то вам будет комфортнее, но и болгары тоже ценят ваши труды. На болгарском зарплата будет заплата, а официант – сервитер. Если вы хотите найти работу, то чаще всего ее ищут здесь, на Jobs.bg, OLX.bg, Bazaar.bg, Allo.bg. Средняя зарплата в Болгарии составляет 2072 лева, это где-то 1060 евро. К примеру, зарплата кассира-консультанта на АЗС будет составлять 1600-1800 левов. Официант в ресторане около 2000 лев. Таксист без расходов на топливо 3000 лев. Продавец в крупном продуктовом сетевом магазине получает около 2000 лев. Продавец-консультант в салоне мобильной связи получает 1800-3100 лев. И няня от 1300 лев. Уровень безработицы очень варьируется от города к городу. В Софии самая низкая безработица – 1,5%. Следом идет Варна 2,1%, а в целом по стране 5,3%. К примеру, в других странах Евросоюза ситуация с безработицей выглядит вот так. Проживая в Болгарии со статусом ВНЖ, также дополнительно будут административные расходы. Это ежегодное продлевание ВНЖ и получение личной карты. Суммарно эти расходы составляют от 550 лев на человека в год.
Чтобы посчитать, я собрала все чеки за прошлый месяц, и получилась такая сумма всех расходов, которые я перечислила. 2152 лев в месяц. Это те расходы, которые мы тратим на семью из 4 человек за один месяц. Конечно, это не все расходы, я не учитывала школьные принадлежности, расходы на одежду, различные мелочи. Эти расходы я не буду учитывать, потому что это очень индивидуально, но мы посчитали основные расходы для жизни в Болгарии. Как можно сэкономить до 20-30% семейного бюджета? Во-первых, в сетевых магазинах еженедельно проходят акции, как тут их называют, промоции. На товары делают скидки. В каждом сетевом магазине есть такие еженедельные буклеты, где выкладываются товары с реальными скидками. Вся эта информация дублируется в интернете. И таким образом действительно можно сэкономить от 20-30% семейного бюджета. Я надеюсь, что эта информация была полезной. Я жду, что вы оцените мое видео. Пишите комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем пока, до новых встреч!